Как вы думаете, в чем главное отличие человека от животного? Животные живут и действуют под диктовку инстинктов и рефлексов. Это стереотипные программы, заложенные природой. А люди? Да, люди отличаются от животных тем, что имеют возможность действовать осознанно. Но пользуются ли они этой возможностью? Далеко не все и далеко не всегда. Большинство людей находятся под властью своего ума, собранием шаблонов и заученных чувств, действуют и реагируют автоматически. Они живут так, будто играют на сцене какие-то роли, с головой погружаясь в эту игру. Осознанность – это ваша способность освобождаться от влияния своего ума и сходить со сцены на место режиссера. Но не думайте, что осознанность – это стремление к тотальному контролю над собой и окружающей реальностью. Нет никакой нужды что-то контролировать, хватать реальность за горло, навязывать кому-то свою волю. Любое сопротивление тому, что уже есть, любая борьба всегда только ухудшает ситуацию и создает новые конфликты. В борьбе всегда выигрывает тот, кто в ней не участвует. Напротив, необходимо расслабиться и спокойно двигаться вперед, занимаясь своим делом. Осознанность – это не контроль, а наблюдение. Что же тогда такое неосознанность? Это отсутствие в настоящем. Ум постоянно уводит вас либо в прошлое, либо в будущее, скрывая от вас настоящее. Хотите вы этого или не хотите, но вы с помощью ума отгораживаетесь от жизни, пытаетесь от нее защититься, блокируете свое восприятие происходящего, по сути говорите, жизни нет. Осознанный человек берет ответственность за свою жизнь на себя. Он использует свой замечательный инструмент и ум, когда это необходимо для решения практических задач, и не дает возможности ни уму, ни эмоциям управлять собой и своей жизнью. Осознанный человек – это наблюдатель. Как только вы займете позицию наблюдателя, вы почувствуете прилив энергии и вдохновения, ведь вы теперь сами творите свою судьбу. Это и есть настоящая свобода. Осознанный человек, находящийся в позиции наблюдателя, всегда открыт к нужной информации, готов ее получать и обрабатывать, генерируя новые идеи и воплощая их в жизнь, находя новые возможности и открывая кратчайшие пути к успеху. Осознанный человек ясно мыслит и четко видит ситуацию. Находясь в позиции наблюдателя, он совершает гораздо меньше ошибок, и, соответственно, в его жизни уменьшается количество проблем. Он не бьется о стекло подобно мухе, он отлетает в сторону и находит выход. Или даже делает так, чтобы препятствие перед ним и вовсе исчезло, и двери на пути к его цели распахнулись сами. Но чем глубже ваша неосознанность, тем больше вы делаете ошибок. Неосознанность не позволяет взглянуть на действительность широко и объективно. Зацикленность сужает фокус восприятия и ставит заслонку. Осознанный человек, то есть тот, кто внимателен к внутреннему чувству, всегда принимает правильные решения, начиная от мелочей и заканчивая выбором своего уникального жизненного пути. Ваша истинная суть общается с вами не голосом, не словами, а чувствами.
Неосознанный же человек слушает только приказы ума, который даже у очень развитого человека слишком ограничен шаблонами и прошлым опытом и может завести в тупик. Внешне успешные, но неосознанные люди на самом деле внутри себя ощущают пустоту. Они не удовлетворены своей жизнью и постоянно испытывают чувство душевного дискомфорта. Без осознанности практически невозможно решить свои финансовые проблемы и увеличить уровень благосостояния. Путь к богатству начинается с осознанного выбора внутреннего состояния. Только ваш внутренний наблюдатель может отслеживать негативные установки, которые мешают вам достичь успеха и блокируют потоки денежной энергии. Оставаясь осознанным, вы можете войти в состояние изобилия и стать буквально магнитом для денег. Неосознанные люди наполняют отношения с близкими людьми ссорами и обидами из-за неоправданных ожиданий и требований. Кто-то строит воздушные замки из надежд и стереотипных картинок, как должно быть. Кто-то выдвигает претензии и требует от партнера любви, поддержки, уважения, романтики. Кто-то с головой погружается в каждую конфликтную ситуацию и реагирует на раздражители ссорами и криками. Осознанность позволяет выйти из ситуации и взглянуть на нее со стороны, с позиции наблюдателя, сделать правильные выводы и заменить свои модели поведения на более эффективные. Наш организм – сложная и гениальная система, к которой необходимо прислушиваться и бережно относиться. Конечно, вы можете глотать таблетки горстями и бесконечно глушить симптомы обезболивающими. Но став более осознанным, вы научитесь слышать и понимать свое тело, находить истинные причины недомоганий и устранять их. Осознанность позволит вам раскрыть весь ваш потенциал, пробудить дремлющие внутри вас таланты, найти истинное призвание и реализоваться в жизни, а не следовать слепо за навязанными обществом идеалами, модой и стандартами успеха. Находясь в позиции наблюдателя, вы почувствуете, какую вашу уникальную особенность вы призваны нести в этот мир, чтобы делиться ею с окружающими, получая взамен щедрое вознаграждение. Внутреннее ощущение счастья, состояние легкости, праздника и душевного подъема, а также материальное благосостояние. Неосознанный человек способен только на то, чтобы слепо выполнять привычный набор действий, изо дня в день оставаясь в своей зоне комфорта и развиваясь лишь в ее рамках. Он не испытывает того драйва, который ведет вперед успешных специалистов, влюбленных в свое дело, творческих людей. Только человек с высоким уровнем осознанности может стать по-настоящему успешным в карьере или бизнесе. Он умеет удерживать фокус внимания на своих целях, последовательно решать задачи и продвигаться вперед, сохраняя энергию, здоровье и вдохновение.